Каждая постройка в вашем мире описывает моменты вашей игры, как вы развивались, добывали новые полезные ресурсы, веселились со своими друзьями. Однако в один момент это все исчезает. Всем становится скучно, пропадает интерес. Так сервер и остается забытым. Но в этом видео я попробую вернуть все это за 100 игровых дней. Перед началом прожмите лайк и подпишитесь на канал. Ну а с вами я, Вербис, поехали. Ну что, начинаем наш первый день на сервере. Прямо сейчас я хочу уже начать вам говорить, что я хочу сделать. Смотря на свой дом и на мой скин, он вообще не подходит ко мне. Раньше дом этот мне очень нравился, так же как и Жижа. Теперь этот дом просто ненавижу, он просто уродливый. Поэтому у меня в голове появился план. Построй себе новый дом. Конечно же, зачем мне перестраивать свой старый дом на новый? Я лучше построю новый, а старый просто оставлю, чтобы он стоял и все. Короче, я думаю, буду его строить здесь, но пока что мне до него времени нету, потому что я хочу вам кое-что рассказать. Я хочу переделать также свою броню и добраться на крышу Незера. Ну, потому что, как бы, просто по Незеру передвигаться очень тяжело, а по крыше очень легко. Да и броня мне не очень нравится, поэтому хочу поменять ее на желтую. Ну, а чтобы раньше узнавать все спойлеры и подробности к видео раньше всех, подпишитесь на мой телеграм-канал. Именно там я рассказал про то, что снимаю ролик про сервер. Ну а дальше я начал терраформить место для моего будущего дома. Пока что вы его не знаете, но результат вас чуть-чуть удивит. На момент терраформинга у меня уже появилась новая броня, а также я пробрался на крышу Незера. Ну а теперь переходим к строительству дома. Поначалу я начал собирать азалию. Ну а дальше уже и туф. От Дворца Испытаний практически ничего не осталось. Само строительство дома я начинал с газонов. Их было очень легко строить, потому что я это делал с помощью лайтматики и специальной модификации Easy Place Mod. Следующие этапы строительства были однотипными. Я просто строил стены, потолок, декор и так далее. Ну и вот итог моего нового дома. Стоп, а вы заметили, что добавилось кроме моего дома? Это мой новый спавн, который я хотел очень давно построить, однако никак не мог это сделать. И вот нашлось время, я его сделал. Теперь мы можем перейти к самой долгой части 100 дней на этом сервере. Потому что я захотел сделать впервые трейд-холл. Для того, чтобы у жителя была маленькая цена на все, я захотел его заразить с помощью зомби. Конечно, с первой попытки у меня ничего не получилось. Ну а со второй он, конечно же, превратился. Следующим этапом для трейд-холла стало вылечивание жителя. Лечился он, конечно, очень долго, но все-таки превратился. Вы, кстати, когда-нибудь слышали звук превращения? Я вот услышал его второй раз, наверное. Дальше я привез жителей на их новый дом, там, где они будут продавать мне все свои предметы за 1 изумруд. Ну и теперь я вам могу показать результат трейд-холла, который делался аж до 40-го дня игры. Вы посмотрели всего лишь 3 минуты, а для меня прошло 13 часов. Конечно, я играл с перерывами, но все равно прошло уже 13 часов. Ну ладно, чего я томлю, вот вам итог трейд-холла. После постройки трейд-холла я понял то, что мне нужна ферма жителей, потому что я их доставлял совсем из другой деревни, которая находилась в миллионных блоках от меня. Ну и конечно же доставлять их было очень трудно, поэтому я решился построить ее. Постройка данной фермы у меня заняла примерно 5 игровых дней. Раньше я даже не думал, что когда-то буду строить такое, но этот ролик меняет все. Прямо сейчас я пойду искать ресурсы для фермы жителей. У меня уже есть схематика, поэтому я просто пойду искать ресурсы, а вы будете смотреть, как я это делаю. Первое наше место, куда мне нужно пойти, это грибной остров. Поэтому я взял чуть-чуть фейерверков, я думаю, точно этого количества хватит. Ну и выбираем рандомную сторону света, например, вот туда. А вот и он, я нашел его. Идем вот сюда. Чуть-чуть будет долговато, но ничего страшного. Следующее, что мне нужно, это серные блоки. Да, это новые блоки, которые добавили в новом обновлении. Это обновление на сервере есть, поэтому надо идти искать. Так как я прогрузил очень много чанков, я не знаю, сколько мне блоков придется пролететь. Ну ладно, как вы думаете, я нашел?
Конечно. На этом сервере я впервые этот биом вижу, но вроде как я пока что тут серных кубов не вижу, однако мне нужен вот этот блок. Он, по-моему, называется киноварий. Да, киноварий, все правильно. Он мне очень нужен, поэтому я его и добуду. Ну что, теперь я вам покажу итог фермы жителей, как она выглядит снаружи. Вот и все. С фермами и различными домами у нас покончено. Теперь, правда, довольно интересная часть видео, как для меня, так и для вас. Потому что в этой части видео я буду учиться PvP, а если точнее Элитра Мейсу. Сразу вам говорю, у меня будет очень много ошибок, недочетов, неправильных терминов, поэтому можете меня поправлять в комментариях, и я буду все читать и тем самым учиться, поэтому пишите свое мнение. Как бы это странно ни звучало, учиться я начал в самом неподходящем месте. И это аванпост. Просто я подумал, что в этом месте же спавнится очень много разбойников, которые могут тебя и убить. Поэтому это реально как будто бы очень одновременно и странная, и очень хорошая идея. Поначалу все и шло не очень гладко. Ну а когда я начал хоть что-то понимать, то появились хорошие попытки. Вот и конец нашего видео. Если оно тебе понравилось, то поставь лайк и подпишись на канал. Сразу говорю, не пишите мне в комментарии, почему видео такое маленькое, если это 100 дней. Ну вот не знаю, у меня так получилось смонтировать на вот такое вот количество времени. Ну а с вами был я, Вербис. Надеюсь, еще увидимся. Пока.